Доброго всем времени суток. Знаю, ребят, давненько не было видео, но на сегодня есть что посмотреть, есть что обновить, и так что если вы давно не обновляли свою игру, то пора, ребят. Есть новые карты обновленные. Вот, сегодня мы постараемся все это посмотреть с вами. Проверить, ну, к сожалению, ребят, все, как сказать, все дороги я один проверить не могу, проехать не могу. Поэтому сборочка запускается, сборочка работает. Если будут какие-то проблемы, какие-то косячки, то не стесняйтесь, как бы пишите, делайте скриншоты, выкладывайте в группе в моей ВК. Собственно, как бы пусть будет обратная связь, понимаете, чем больше мы укажем, скажем так, на грехи мододелов, да, тем быстрее все это поправится и все это исправится. И, наверное, ребят, это будет последняя сборка, ну, лично от меня, последняя сборка на эту версию игры. Да, не подумайте, что совсем последняя, я буду стараться. Пусть я это делаю не так часто, как только появляется время и возможность, но тем не менее, ребят, я стараюсь показать, осветить, что, как, с чем. Тут вот дорожка проросла прям напрочь. Прямо напрочь тут дорожка проросла. Ну, это так, краткое вступление, в общем. Сейчас я тут грузик возьму, потому что я заодно тестирую. Успеваю, ребят, тестировать, собственно, эту же сборочку. Не без этого. Вот в связи с графикой иногда у меня вот такие штучки появляются. Хотя вроде как не должны, но графика у меня стоит осень от PNG. Сразу объясню, почему здесь осень, а не зима, к примеру. С зимой от той же PNG есть проблемы. Есть проблемы на именно сборках, ребят. На дефолте, на дефолтной карте работает исключительно, работает замечательно. Вот, найти, в принципе, зиму от PNG на сегодняшний день не составляет труда. Конечно, найдутся люди, которые обязательно что-нибудь сольют в сеть. Вот, главное уметь искать. Не обещаю ссылки, по крайней мере в этом ролике. Это, скорее всего, нужно сделать что-то отдельное. Так, хочу я маслица. В общем, ладно, самые внимательные, наверное, сейчас уже увидели. Ну, буквально минутку, ребят, минутку. Я только прицеп зацеплю. Вот, и мы сразу же перейдем, собственно, к делу. Не без этого. Сразу перейдем к делу. Тут, блин, так давно не ездил, слушайте, на механике. Прям что-то так захотелось-то мне на механике покатать. Ой-ой-ой, вот я тут косячу. Ой-ой-ой, вот я тут косячу. Чутка косячу. Ладно, я никуда не упороться. Оп. Чутка еще. Опачки, все, идеальненько. Ой, что-то мне мешает. Практически идеальненько. Практически идеальненько, ребят. Так, ну что? Пока, значит, у нас тут водитель ходит, документы оформляет. Давайте же посмотрим на карту. Итого, как вы можете заметить, да, у нас теперь ушла проблема. Это Нижний Новгород, NNMap, NNMap 1.1.1. Давайте так. И когда вернемся к файликам, к расстановке, уже конкретно там обсудим это дело. Вот. Еще до Нового года, оказывается, вышел небольшой, скажем так, фиксик, да, исправление коннектора, который как раз таки я все думал, почему у меня тут такая проблема. Вот. Время появилось, начал искать и понял. Проблему нашел. И пусть меня простят
авторы. Но я вот этот коннекторик солью, так сказать, в сеть. Вот. Я обязательно укажу и на официальную группу, где я этот коннектор взял, но просто чтобы люди могли быстрее скачать и найти, так как я сам на это потратил некоторое время. Немножко было непонятно, где он, какой он, подписанный, не подписанный, что там обновлено. Ладно, не суть, в общем. Так что я приношу свои извинения, но я сразу же оставлю прямую ссылку, во-первых, на скачивание этого файла. Коннекторов 2 штуки тут будет, вот. Но с указанием авторов, естественно, официальных всех сайтов, где это можно взять. Давайте начнем. Ну, начнем, как обычно, допустим, у нас также по-прежнему в ходе Транссибирская магистраль с Алтаем. Алтай пока еще не обновленный. Надеюсь, скоро тоже обновится. Там, может быть, что-то поправят. Мелкие баги, фиксики и прочее, прочее. Но он работает. Работал у нас на 1.52, работает на 1.53. Я думаю, и дальше будет работать. Вот, соответственно, Сибирь, Казахстан у нас от Промоца. Ребят, я не добавляю бионды. Я стараюсь не добавлять теперь различных карт, таких как-то Тундра и Off the Grid, потому что нету, скажем так, во-первых, нету вообще сухопутного соединения, нету никаких коннекторов, поэтому пока я их не включаю. Если вдруг это появится, я дам вам знать. Вот, как-то так. Или вы об этом узнаете вперед, то, пожалуйста, напишите мне в ВК, в комментариях, где угодно. Не стесняйтесь. Дальше, что мы видим? Значит, у нас Киров Map свободная также осталась. NN Map, как я уже сказал. NN Map у нас в данном случае соединяется с проектом Россия. Проект Россия. Вот здесь вот у нас соединение происходит с Русмапом. Значит, у нас вот часть Москвы, да, кольцо у нас появилось здесь. Соответственно, вот этот вот коннекторик, аж 2 трассы тут появилось. И, если мне память не изменяет, вот здесь вот у нас также появилась дорожка. По поводу всей работоспособности, как вы видите, я еще не все проверил. Я прокатился здесь, хотел понять, появилось ли тут нормальное соединение. Появилось, замечательно видим. Вот, и сейчас, вот как вы видите, я вот выбрал груз. Хочу опять же проскочить, соответственно, по этому проекту России, посмотреть, все ли адекватно работает. Есть жалобы, скажем так, из комментариев, что проект Россия, вот этот файлик, он несколько ломает у нас Сибирь. Не берусь за это утверждать, потому как на данной сборке по Сибири еще не прокатил. Я говорю, я не могу все обхватить, это обсмотреть. Пока факт в том, что все запускается без проблем, все коннекторы работают, все соединения есть. Это радует. К примеру, ну да, вот, sorry, вот так нажал, да, вот так вот у нас, пожалуйста, дорожка есть, соединение есть. Это отдельный участок, называется он, если не ошибаюсь, что там Архангельск, как-то там дорожка. Тоже надо проверять, ребят, надо проверять. Но включаю, опять же, потому что, ну, во-первых, это разнообразие, да, это у нас в первую очередь я основываюсь на том, что все-таки карты России, и затем уже все остальное дополнение, скажем так. Вот, да простят меня европейская часть, скажем так, этой аудитории, да, тем не менее. Так, Русмап у нас есть, соответственно, у нас также здесь Промоц включен. Также у нас RAW Extended полностью, вот он есть, тут все изменения, да, RAW соединяется, опять же, с Краснодарским краем у нас Eugene Region Map. Вот, мелкие соединения дорожки. Вот от Сочи у нас присутствует, которые с Промоцем, опять же, соединяется. Проезд, да, сухопутный появляется у нас. Также у нас Middle East сюда включен. Естественно, ребят, сборка требует наличие всех DLC. Наличие всех, повторяю, в том числе и Греции. Если у вас этого нет, то я не исключаю, что будут какие-то проблемы, будут какие-то недочеты. Так, тут тоже промоц. Это у нас все промоц пошел. Роекс, Польша.
Польша, ребят, новая Польша. Вот она у нас тут, Варшава, да, и прочее, прочее. Правильно я говорю вообще, ну? Или Польша, это может быть Прага? Польша, ребят, Польша, это Варшава и прочее. Обновленная. Тоже, как вы можете видеть, на этом профиле я не прокатился, но сборочка у меня на 2 профилях. Вот. Профиль у меня старый. Вам же рекомендую все-таки делать чисто сначала сборку на новом профиле. Почему я делаю на старом? Да потому что парит, парит постоянно какие-то новые профиля, все это создавать. Ну, вообще это рекомендуется. Есть еще небольшой шаг. Можно там почистить папочку кэш перед тем, как вот это вот все сделать, да. Опять же, перед тем, как почистить папочку кэш и удалить ее, можно проверить целостность файлов игры, чтобы, скажем так, лишние вот эти все там косячки, упоминания, да, о каких-то проблемках у вас ушли. Вот такая вот, не знаю, большая-небольшая сборка. На мой взгляд, это довольно-таки большая сборка. Тестировать надо, ребят. Не исключаю, что где-то будут какие-то вылеты, возможно, даже провалы текстурок. Я, в свою очередь, использую, опять же, графику от PNG. И с ней осень. Осень, ребят. Дополнительный аддончик на осень. С зимой, сразу скажу, с зимой все запускается, все работает, но очень много глюков. И глюков, и текстуры пропадают. Ну, собственно, там автор прям так и указывает. Зимний PNG. Автор четко прописывает, что оно не работает с модовыми картами. Только с дефолтом. На дефолте, на мой взгляд, блин, выглядит отлично. Выглядит отлично, превосходно. Ладно, давайте не будем тянуть резину. Как вы можете видеть, я проехался. Соответственно... Вот у меня старый профиль, я не помню, когда я его создавал, честно говоря, при том, что я использую еще и мод на реальную экономику от Купера, и вам рекомендую. Прикольно, ну не знаю, по крайней мере, мне нравится. Давайте перейдем к расстановочке непосредственно. 101 модификация у меня, это много. Версия игры 1.53.3.14s. Мать, сколько цифр-то, а? Дай бог запомнить. Сразу же давайте, наверное, нажмем вот так и перенесемся с самого начала. В игре у нас как бы самый низ, но это самое начало. Ребят, с чего мы начинаем? Сибирь Map 2.9.2. Естественно, версия под 1.53. Киров Map свободная. Следом у нас пошел промод с Great Step Assets и Dev. Фиксик промодов и Сибири обязательно. Он еще старый у нас, по-моему. Он просто на 1.53 и все, адаптированный. Алтай включенный. Транссибирская магистраль у нас идет в версии 1.5 под 1.53. Волга Map все просто. По-моему, с группы ВКонтакте Добро едет. Я качал. Ссылочки опять же будут в описании в виде таблицы. Сразу же маленькая ремарочка и уточнение. Промоц. На сегодняшний день вы точно так же найдете его где-то слитым, где-то еще что-то. Я же скачиваю с официального сайта, что и вам категорически рекомендую. Как это можно скачать у нас в России, так как это все запрещено, нужен VPN и прочее, я уже делал отдельное видео. Посмотрите у меня на канале, на Дзен, на YouTube, на Рутуб, везде это видео есть. И даже в группе ВКонтакте, по-моему. Надо перепроверить. Все просто. У меня вообще расширение на браузер, да, немножко долго, муторно, но зато официальная версия. Ежели вы скачиваете с каких-то сторонних слитых сайтов, да, там где-то кто-то скачал, я не ручаюсь ни за безопасность вашего ПК, ни за работоспособность данной сборки. И еще, пожалуйста, будьте внимательны. На сегодняшний день до сих пор находятся люди, которые мне объясняют, вот прям клянутся, божатся, вот у нас все как у тебя, но у меня вылет или что-то там еще. Если у вас все как у меня сделано, ребят, то игра у вас будет запускаться и будет работать. Это факт. Потому что я вот без всяких склеек, видео, я проехался,
это все запускается, карта открывается, у меня вылетов никаких. Ищите проблему, как говорится, в себе. Итак, на чем остановились? Транссибирская магистраль, соответственно, фиксик Транссибирской магистрали с Сибирью. Волга, южный регион 13.0, фикс южного региона. На любителя. Хотите, ставьте от Джерри. Я, честно говоря, использовал тот и тот. И мне попадался один КамАЗ пожарный, который все равно с розовыми текстурами. Папочку кэш почистил, и кажется, он пропал. Но это могла быть моя ошибка. Вы же на свое усмотрение, я еще раз говорю. Можете почистить папочку кэш и ставить либо фикс от Джерри, либо фикс прямо вот точно так же с группы ВКонтакте «Добро едет». Ребята там работают, делают все замечательно. Следом у нас идет NNMap обновленная версия 1.1.1, как я уже говорил. М12 Восток 2.0. Про моды, как обычно, ничего не меняется. Assets 3.2.1 Media Map Dev, DLC Supper, Promods Fix. Обязательно. Promods у нас тут 2 раза обновлялся. Теперь мы используем версию 2.73a. Там что-то исправили, что-то, какие-то косячки и прочее, прочее. Следом идет Middle East Assets Dev. По желанию, хотите ставьте, хотите не ставьте, у вас, поверьте, от этого ничего не изменится. Sud de France. Sud de France еще версия 1.95, хотя сейчас уже вроде обновленная вышла. Честно говоря, до туда я еще так и не добрался, не доехал, поэтому не могу однозначно его рекомендовать. Хотите ставьте, хотите не ставьте. На свой цвет и вкус. Если проблемы будут, значит во Франции у вас какие-то там... Попробуйте убрать, проверьте. The Gold North Map это добавляет у нас в Скандинавии. Там небольшой участок закольцованность, по-моему, дорожки. Вот он как бы аддончик для промоца. Дальше Польша. 1, 2, 3, 4. Все просто. Dev, Map, модель, Assets. Русмап. Русмап я использую с группы ВКонтакте. Русмап. Не с Traxim Club сайта, по-моему. Скажем так, от официального алдиматора. Не знаю. Для меня вот это официальная вещь. Ребят, на любителя. Я собираю именно с Русмапом, скачанным с группы ВКонтакте Русмап. Далее, Тамбов 1.02. Не так, по-моему, перед Новым годом что-то немного большое обновление было. Ставим дальше. Море Russian Map. Так как я использую Русмап с ВК, соответственно, у меня соединение вот прям подписано ВК. Есть еще вот с Traxim Club тоже файлик. Честно говоря, я его ставил, изменений не видел. Работает так, работает так. Ну да ладно. Кто по желанию, если использует Русмап от алдиматора там какой-то другой версии, пробуйте ставить вот такой вот файлик. Именно с Traxim Club RS. Вот он, наш Project Россия. Опять же, адаптированный, я не знаю, говорят все от Палыча, там прочее. Версии 5.6.2. Не знаю, скачали, слили там или что. Ну, работает. Работает. Я его скачивал кстати, тоже на Traxim Club. Да, официальненько все, вроде бы как. Человек пишет, что ему позволено, разрешено, не знаю, за этим заниматься. Так что, пожалуйста, все работает. 2 файлика скачивается. Если скачиваете с Traxim Club, то у вас должен скачаться вот этот вот фиксик, скажем так, соединение. Его я тоже оставлю отдельно прямо у себя в таблице, ребят, чтобы вы не искали, потому что это пипец. С Traxim Club я целые сутки качал эту карту, и видео должно было выйти еще позавчера на самом деле. Ну, на минуточку, сегодня 26 число. Как-то так. Значит, Project Россия. Вот этот вот RS нам обязательно нужен. Project Россия и
Далее у нас идет соединение море Russia с NNMAP, естественно. И опять же центральная Россия, да, ну, вот названия практически все одинаковые. Центральная Россия, так как мы используем Project Россия, используем вот данный файлик. Их есть два. Есть обычный. Вот, если у вас, опять же, отсутствуют данные файлики. И сюда же добавил, вот он, Архангельск. Архангельск, два файлика скачивается. Небольшая такая дополнение, небольшая карта. Что у нас там? Несколько городов. Это прям новенькое, поэтому возможно, какие-то проблемки, какие-то косячки. Все возможно. Я еще раз говорю, делайте скрины, выкладывайте также у меня в группе ВКонтакте, да, без проблем, чтобы как бы авторы могли своевременно, соответственно, увидеть, понять, да, с чем какие-то проблемки есть, и вовремя устранить, грубо говоря, что-то обновить, добавить, исправить. Дальше у нас пошел RAW Extended, медиа мы точно так же используем, RAWX 1, 2, 3, 4, все просто. RAWX Греция DLC на данный момент обязательно, возможно, скоро сделают, как-то включат в эти же файлы. RAWX я использую бесплатно. Если у вас платно, то у вас будет 5 файликов. Это все, чем они отличаются практически. Значит, соединение RAWExtended с южным регионом. И, скажем так, вся соль. Вся соль как раз-таки использования новой Польши в этой сборке. Есть два файла с официального сайта RAWExtended, опять же, да, которые выпустили вот этот вот гибрид 2. И, как вы можете видеть, есть с такой подписью Fixed. С подписью Fixed файлик приобретается у Дениса Качалина. Файл этот платный, потому как есть много, опять же, косяков, розовых текстур, я не знаю, там вылетов и всякой дряни. Об этом пишет, опять же, скажем так, наша комьюнити, да, люди, которые играют, которые ставили вот именно вот этот файлик. В общем, с ними есть проблема. Денис взялся, исправил. Пожалуйста, он можете его предоставить. Ссылочку оставлю я на его страничку в ВК, да. Пишите сами, договаривайтесь сами, ребят. Я не распространитель, я лишь обозреваю то, что есть. Далее, что мы используем? Ну, промоц, вот такой Road Connection, как раз таки нас тоже там соединяет из южного региона небольшое соединение с RAWX. Промоцом, RAWX, вот у вас написано, да. И точно так же от Сочи дорожка. Вот это у нас от Сочи, потом они вместе сходятся в одно и доходят до промоца RAWExtended. Вот так вот. Шведские острова по желанию. Хотите ставьте, хотите не ставьте. На ваше усмотрение. Остальные моды, да давайте я уже покажу, что я использую, да. И использую я это в частности практически всегда, ребят. Это у нас символы меняет, реальные компании. Шмидц вот такой вот аддончик. Company аддон, который частенько как раз таки глючит с графикой, поэтому если у вас что-то на графику есть, могут быть проблемы, честно вам скажу. Да и надо смотреть обновление, может у меня еще версия-то старая. Дорожные всякие происшествия использую. Увеличиваю время доставки, я любитель покатать, заехать в разные места, а не просто так, чтобы гнать без ума, блин, по одной дороге. Особенно с зимним модом. С зимним модом, если вы это не поставите, вы офигеете от того, сколько штрафов у вас будет на не вовремя доставленный груз. Остальные тут по желанию. Там машинки, покраски, тюнинги, трафики. Трафики я много чего исключил, потому как чем дальше, тем все хуже и хуже, честно говоря. Железо не меняется, а все это, трафик, это очень-очень сильно влияет на FPS, особенно в городах, особенно ночью. Ночью это вообще большая проблема стала, честно говоря, и поиграть в ETS на что-то таком, на средненьком железе, скажем так. FOV использую, вот у меня графика, соответственно, PNG версии 1.14.
Аддончик на осень, как я уже сказал. Мне нравится, картинка красивая, симпатична. Естественно, тоже влияет на графику, но тем не менее, факт есть факт. Мне нравится, я использую. Вы по желанию. Будут комментарии, пишите. Если это интересно, я постараюсь дать полную информацию, где и как это скачать. Опять же, говорю, я не распространитель, я обозреватель. Я с горем пополам все это дело нашел, проверил, работает нормально. Теперь могу, в принципе, поделиться. Надо только вспомнить ссылки. SoundFix всегда использую. Вот физика мне нравится, допустим, вот Frank 64. Обалденная штука. И вот от Купера 2 модика, честно говоря. Ну вот этот, понятно, реалистичная экономика. Этот как бы мод файл, да, отвечает за то, чтобы убирает какие-то лишние паромные там, по-моему, соединения, дабы вы чаще сухопутным путем преодолевали расстояние. Как-то так. Ну и, соответственно, в самом верху у нас Jerry Full Screen. По желанию, хотите ставьте, хотите не ставьте. Подложку я использую вот такого вот вида. Она обновляется. Автор пишет, что всегда будет ее обновлять. С ней все работает замечательно. Никаких сдвигов, каких-то косяков, ничего не наблюдалось с первого же дня ее использования ни в одной сборке карт лично у меня. Поэтому рекомендую. Ссылочки все оставлю в описании, ребят. Так, что я могу сказать? Ну, по поводу промоции. Еще раз напоминаю, люди не все понимают. Это только скачивать с VPN. Расширениями, там, как хотите. Платно, бесплатно. Потому что в России это запрещено. Ну, просто тупо вас блокирует, вы не сможете просто так скачать. Только через VPN, ребят. В принципе, это все на сегодня, что я хотел вам рассказать, чем хотел с вами поделиться. Тестируйте, катайте. Надеюсь, что все будет замечательно. Никаких, скажем так, вылетов, провалов текстуры вы не найдете. Но не исключаю. Не исключаю. Пишите, говорите. На этом, ребят, я буду с вами сегодня прощаться. Вот. До новых встреч, как говорится. Обновляйтесь и катайтесь. Всем пока-пока. А вы были на канале Simhouse своими руками. Удачи!